They shall regret displeasing my masters of old. Всем привет! Сегодня на обзоре Капитан Риф. Данный герой у нас является уникальным героем в игре. Его невозможно вытащить из шардов только во время специального события Nexus Бездны. Он будет доступен. Поэтому сегодня мы данного героя разберем во всех активностях, посмотрим, на что герой данный способен, чтобы нам понимать, есть ли смысл ждать данное событие, копить под него шарды, чтобы пытаться его потянуть. Также не забываем, что если вам такой герой один приходит, пробуды, все, которые на него будут необходимы, вы сможете только закидывать с помощью универсальных пробуд, которые будете выбивать с кланного босса с 4 с 3. Другим способом качнуть ему пробуды уже будет невозможно. Также небольшая информация. Данный ролик записывается у нас на тестовом сервере. Ну и теперь переходим к самому герою. Капитан Риф у нас является легендарным героем фракции культисты, класс защитник, и причем защитник, который бьет магическим типом урона. У данного героя стандартная область атаки, одна клетка перед собой, ну и понятно, там если сбоку сзади заходит по одному, также он их будет дамажить. И данный герой у нас является героем контроля. По его характеристикам на 60 уровне, полностью покрашенными звездами. Очки здоровья практически 29 тысяч, атаки почти 4500 и защита 4000. По статам мы уже понимаем, что данного героя можно качать в урон. Любой герой, у которого свыше 4000 легендарный, уже потенциально может хорошо дамажить. Здесь же мы еще видим почти 30 тысяч здоровья, 4000 атаки. Таких статов даже у многих танков легендарных нет. Здесь же у нас получается, что танк с уроном, с хорошими со всеми статами, то есть может и очень хорошо дамажить и очень хорошо стоять. Поэтому статы, конечно, идеальные у этого героя. Я бы сказал, даже завышенные среди всех абсолютно танков. Стоимость его велика, 19 единиц. Хотелось бы спустить до 17-16. Интервалка 3,5 секунды. Если мы будем качать его в урон, ему необходимо будет прокачивать скорость атаки. По всем остальным статам все как обычно. Переходим к навыкам и талантам данного героя. Начнем с таланта. За каждых 4 убитых на поле боя противников у нас увеличивается скорость атаки на 10 единиц. Максимум мы можем увеличить нашу скорость атаки до 100 единиц до конца сражения. То есть не будет никаких там секунд, 8-10. Убиваем противников, увеличиваем себе скорость атаки. Первый навык — магическая атака. Наносит 120% урона одному противнику. 120% урона — это уже при полной прокачке. Второй его навык — пакт с утопленниками. Это его пассивка. Накладывает эффект замедления на 50% на врагов в пределах дальности. Максимум мы можем прокачать до 10 противников. В общем, 10 противников с замедлением на 50%. Третий его навык — посланец бездны. Тоже идет пассивка. Атакую противников под эффектом контроля, восстанавливая 7% от максимального здоровья. Четвертый навык — мастер золота. Это у нас пассивка опять. Увеличивает получаемое в бою золото на 6%. То есть мы его берем в любую кампанию, берем в рейд для золота, его можно даже не выставлять на поле. Он эти 6% будет добавлять. Ну и последняя его пассивка — затонувшие сокровища. Он еще имеет навык связи. Получите героя Розак. Это у нас герой еще недоступный на глобале, но в скором времени он будет доступен. Чтобы разблокировать следующие бонусные эффекты. Золото, получаемое в бою, увеличивается на 6%. То есть если в будущем у нас будет на аккаунте Розак, то все наше золото, которое будет добываться в компаниях и в рейде для золота, будет увеличено на 12%. То есть 6% от мастера золота и 6% от затонувших сокровищ. И переходим к его ульте. Во время суперспособности каждая атака наносит 220% урона 10 противникам и накладывает на них эффект оглушения на 1 секунду. И ульта наша работает в течение 25 секунд. Из прокачки мы как раз увеличим урон на 20%, который становится 220. Длительность эффекта как раз поднимаем до 25 секунд. И длительность оглушения с 1 секунды у нас будет 1,5 секунды. Не забываем, что у данного героя огромная база атаки, поэтому кипение вод также сможет наносить большое количество урона.
Теперь переходим к его пробуждениям. Первая пробуда у данного героя, она как раз усиливает его магическую атаку. После каждой четвертой нанесенной атаки, следующая атака будет наносить 150% массового урона врагам в пределах дальности героя и накладывать на них эффект оглушения. Эффект оглушения идет на 1 секунду. То есть раз в 4 атаки будет проходить массовая атака, причем с оглушением. На второй пробуде у нас добавляется 1200 очков здоровья, что на базе нам уже будет давать общее количество хп практически 30 тысяч, то есть 29 961 единица. На третьей пробуде усиливается пак с утопленниками, а пока действует наша ульта кипения вод, область эффекта замедления пакта с утопленниками будет выше. То есть мы уже сможем на большей области просто кидать наше замедло. Но не забываем, что ограничение всего лишь 10 противников. На четвертой пробуде у нас снижается стоимость на 3 единицы, то есть наш уже герой будет стоить не 19 очков, а собственно 16, что идеально будут подходить и под арену, и под другие активности. Ну и на пятой пробуде, если действует кипение вод, при убийстве врагов рядом, собственно, с героем, его длительность увеличивается на 1 секунду, максимально 10 секунд. Иными словами, кипение вод будет работать не 25 секунд, а если мы будем убивать цели, то в течение 35 секунд будет работать его данная ультимативная способность. Поэтому данному герою как минимум необходимо взять первую пробуду, чтобы бить еще одной массухой с оглушением. Понятно, что ему все абсолютно заходят его пробуды, но минимум хотя бы вот первую забрать. По артефактам для данного героя есть два артефакта. Есть священное сияние, которое там взрывается, тоже наносит 5 противникам урон. Но урон идет физический. Но мне больше нравится жажда кровопролития. Даже при непрокачанном данном артефакте наш урон может увеличиваться на 15%, то есть у нас будет 15 стаков по 1%, причем они не действуют какое-то определенное время, то есть навсегда на весь бой наш урон увеличится. Ну и при полной прокачке у нас будет 25 стаков, то есть уже будет не 15%, а 25% к нашему урону. Переходим к снаряжению, и здесь как раз есть два типа снаряжения для данного героя. Мы его либо собираем как танка, либо собираем его чисто в урон. Но есть еще третий вариант гибрида, когда мы берем урон и дополнительно еще ищем защиту либо здоровье. Лучше всего его собирать все-таки в урон, потому что все скиллы его направлены именно на это. У него нет каких-то сейф-обилок, у него этого ничего нет, кроме контроля замедла вокруг себя. Поэтому это у нас герой-танк, которого нужно качать именно в урон. Не надо собирать из него пытаться все-таки танка, это герой не о том. Поэтому лучшим шмотом для данного героя будет либо бедствие, либо мы можем собрать для него идеал, конечно, оружие будет воеводы, потому что он дает и атаку, и скорость атаки. По БЖ у него много вариантов. Во-первых, у него очень много здоровья, поэтому ему можно даже собрать ледник, который еще больше увеличит его урон. А также сюда дополнительно можно собирать проклятие, если мы будем выводить на первый рейд для урона. Также идеально для него зайдет ночной ужас, который увеличит урон на 25% на 3 секунды, но мы должны иметь нашу интервалку ниже 3 секунд. Что, собственно, можно сделать с помощью увеличения скорости атаки, плюс талант его тоже на скорость атаки забустит. Но поначалу можно собрать опять-таки солянку, просто собрать все на бонус к атаке, с кэша, крит уроном, и использовать его уже в дальнейшем как ДД героя. Далее переходим к активностям. Компания, понятно, что он везде зайдет, любые герои у нас в компании заходят. Рейд для снаряжения идеально заходит, потому что может и дамажить, и хилиться, поэтому там он себя чувствует идеально. Рейды для ресурсов, что для опыта, что для золота, как минимум из-за своей пассивки берется на золото. Урон по мобам отличный, ульта также у него сносит очень хорошо мобов, тем более, если мы его ставим прям сразу же к месту появления мобов, накладывается на них массовое замедление. И если у нас есть любые культисты, кто у нас наносит урон, та же Иона, которую можно купить, либо Вьерны и прочие все
культисты, сразу у них увеличивается урон, и здесь можно даже уже обойтись без Лукаса, у нас просто пассивно будет на всех наложено замедление. Для первого рейда герой идеален, во-первых, для культистов сразу будет баф на замедление, то есть на урон, и данного героя, если чуть-чуть переодеть в танка, сделать из него гибрида, тоже будет хороший показывать результаты. Во-первых, он будет и станить, то есть меньше будет урон получать наша стена, ну и плюс само замедло будет сразу наложено, что дает увеличение урона от аура лорда для наших всех культистов. Для второго рейда, ну, до 18 этажа, я думаю, данного героя также можно будет использовать. В дальнейшем не вижу, если честно, ему применения, только если его перекачивать уже как танка. Но, опять-таки, если в этом смысл, я не вижу. То есть, до 18-го, да, очень хорошо, что может нанести и урон, и похилиться, но на уже более поздних этажах не вижу в нем смысла. Ну и на третьем рейде ему нет применения, потому что в третьем рейде мы не можем ставить много милишников, а если мы их и ставим, то они должны бить по воздуху. Данный танк у нас по воздуху не бьет, поэтому в третьем рейде ему места никакого нет. Испытание фракции, естественно, он будет идеально заходить. Будет наносить много урона. Также можно выставить его на одну сторону, где у нас появляются мобы. И, собственно, всю фракцию он сможет закрыть. Рейд для материалов, его также можно будет брать, но уже не под самого Салазара. А когда мы будем траить, допустим, 18-17 этаж, мы можем выставить его наверх, где у нас рисуются слизни. И он сможет как раз этих всех слизней убивать, плюс еще сам хилится. В общем, сам одну сторону он сможет держать, и на траях он как раз поможет. Именно уже когда у нас идет фарм, данный герой нам будет не нужен. Там уже можно будет все через урон настроить, и от данного героя уже можно будет спокойно отказаться. Ну и на приливе, естественно, он также будет хорошо заходить, потому что его ульта, его замедление, очень много тоже что сделают для этих мелких мобов, которые там бегают. Ну и я думаю, даже если будут 100 плюс волны, он сможет там тоже хорошо себя показать, потому что там очень часто сносят сверху всех магов и лучников, но ближников там в основном редко кто трогает с самого начала, поэтому если что, он сможет поддамажить тех боссов, которые как раз идут после 100-го этажа. Переходим к арене, и здесь ему я вижу всего лишь два применения. Это у нас массовый урон, где у нас идут маги, и это непрерывный урон. В одиночной цели, понятное дело, там нужны герои, которые бьют в одиночную цель, а данный герой у нас все-таки массовик больше, нет у него никаких ни ядов, там, ни выжигов и так далее. Противовоздушный он просто физически не бьет воздух, то есть он только бьет милишников. И почему в непрерывный урон он может хорошо зайти? Если мы будем ставить героев уже наверх, где у нас мобы появляются, там очень много волн, где у нас идет по 6 мобцов. И, собственно, он, во-первых, как танк сможет сдержать троих. И плюс как массовик сразу раскидать всю эту толпу, плюс замедлить для возможного как раз их убийства. Если кто-то вдруг каким-то образом прошел, он будет намного медленнее идти, возможно, его какими-то маги и добьют. Поэтому, если мы рассматриваем арену, это непрерывный урон и это массовый урон. Но переходим к оценке героя. В приливе, естественно, данный герой заслуживает 5 баллов. Арена массовый урон, опять-таки, как я сказал, 5 баллов. Испытания фракции 5 баллов. Рейд для материалов. Ну, я бы поставил 4, потому что, опять-таки, только для траев он будет необходим. Рейд для опыта и золота, естественно, ему тоже я выставлю 5 баллов, потому что есть и массовый урон, и плюс бонус, который идет вместе с розаком, складывается и суммируется. Рейд для снаряжения 2, как я говорил ранее, только до 18 этажа, дальше не вижу применения, поэтому 4. Арена непрерывный урон, как я говорил ранее, 5 я бы ему 100% поставил. Арена одиночная цель, как я говорил ранее, если у вас ничего нет, да, в теории можно взять, но он туда не заходит. Босс гильдии, естественно, он туда не зайдет. Я даже не стал этот момент разбирать в рейдах, потому что, ну, он совершенно там не нужен. Рейд для снаряжения также единица. И арена противовоздушная, естественно, единичка, потому что там от него толку никакого не будет. Итог по герою. Начнем с плюсов. Первый плюс, естественно, это его базовые характеристики, которые просто огромные, как для танка.
Второй плюс — это его навыки, это колоссальное количество урона, плюс еще идет постоянный пассивный контроль аура. Ну и, конечно же, его вот эти 6% золота очень сильно бустят фарм голды на аккаунте, тем самым мы можем больше прокачивать шмоток и быстрее, собственно, набивать определенное количество золота, тратя меньше на это энергии. Если у нас потом в будущем еще будет иметься разак на аккаунте, то это уже будет 12% к золоту на нашем аккаунте. Ну и сам разак дает у нас опыт, то есть он еще будет с помощью Капитана Рива давать не 5% к опыту, а 10. В общем, эта компашка дает огромный буст, даже пассивный, именно в фарме опыта и голды. Из минусов данного героя это то, что у него всего лишь имеется один сейв, то есть он будет только хилиться на 7% от максимального УЗ. И у него больше нет, да, никаких там неуязов, ничего. Ну, то есть он больше все-таки на уроне у нас находится. Ну и опять-таки, так как это герой у нас является танком, сложно подобрать для него артефакты. По сути, только один жажда кровопролития, что мы можем использовать. Да, есть у нас другие артефакты по типу стены Олога, если он как танк идет, чтобы увеличить один блок, да, плюс единичку сделать. Но опять-таки, все-таки это танк именно через урон, которого мы должны прокачивать, и все-таки играть как через обычного ДД. Но теперь отвечу на главный вопрос, стоит ли вообще ждать данного события. Решайте сами, вам виднее, но лично мое мнение, данный герой стоит того, чтобы его подождать, попытаться открыть. Даже без пробуд этот герой шикарен, и по его навыкам на голду он стоит того, чтобы просто даже находиться не прокачанным на аккаунте. То есть только ради этого я бы его очень сильно себе бы хотел залутать. Но я данного героя, если каким-то образом выбью, в любом случае он мне сразу пойдет на 20-21 этаж первого рейда. Там ему и место, потому что он у нас является милишником. На первом рейде после 18 этажа очень мало места все-таки под ДДшников с одной стороны. Поэтому можно спокойно его будет поставить к стене. Тем более, он как танк, можно его переодеть будет в гибрид. Он будет и контрить, и все равно дамажить, плюс будет еще сам себя хилить. Поэтому, как минимум, этот герой шикарен только ради фарма голды. И как максимум, все-таки для первого рейда, я думаю, с помощью него можно будет закрыть 20 и 21 этаж, потому что его атака это позволяет, то есть разогнать около 20 тысяч атаки сделать, и я думаю, можно будет спокойно с ним попытаться пройти, собственно, 20-21 этаж первого рейда. На этом сегодня у меня все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам видео понравилось, дизлайки, если не понравилось. Также пишите свое мнение в комментариях по данному герою. Хотели бы вы его себе на аккаунте видеть или же нет. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения и здоровья и всем пока.